Волшебный край, страна Камчатка, воспета в песнях и стихах. Вулканов 33 десятка несут величие и страх. Долина гейзеров сверкает, и будто в сказке вырастает поток клубящихся паров, каскад термальных вееров. Имеет славная Камчатка немало данных ей чудес. Ко всем великий интерес, во всем великая загадка. Зал ожидания на Камчатке находится прямо на улице. Мы получили наш багаж, сейчас берем машину и едем путешествовать. Так, вот наша машинка, самая популярная машина на острове. Итак, наша турбаза представляет собой трехзвездочный гостиничный комплекс. Я бы поставил 4 звезды, потому что номера прекрасные, обслуживание на высшем уровне, шикарный ресторан с вкуснейшей едой. Также здесь есть бассейн с термальной водой, в котором можно купаться и зимой, и летом. И вода здесь постоянно горячая. На Камчатке всего 3 города: Петропавловск-Камчатский, Вилючинск и Елизово. Интересно, почему Петропавловск-Камчатский имеет именно это название, а памятник святому Петру и Павлу стоит в самом центре города. Осенью 1740 года, во время второй Камчатской экспедиции, 2 пакетбота Святой Апостол Павел и Святой Апостол Петр под руководством Витуса Беринга вышли из Охотского моря и направились в сторону восточного побережья Камчатки. В районе Авачинской губы было решено остановиться, перезимовать. 17 октября пакетботы вошли в гавань, которую Беринг решил назвать гаванью святых апостолов Петра и Павла, а новое селение на берегу Петропавловским острогом. В 1924 году город наконец получил свое настоящее имя – Петропавловск-Камчатский, чтобы отличаться от своего собрата в Казахстане. Камчатка действительно край контрастов. Как в Индии нищета граничит с роскошью, так здесь прекрасные пейзажи граничат с руинами городских построек. Мне стало интересно, почему фасады домов облицуют только с торца, с уличной стороны, а во дворе дома остаются такими же серыми, угрюмыми панельками. Едем к подножью вулкана Авачинский, по руслу высохшей реки. Сейчас 9 утра, 17 июля, мой день рождения. Начинаем восхождение на Авачинский вулкан. Нужно сперва добраться до базового лагеря у подножья горы. От города 16 километров по дикому бездорожью. Ставим машину и по тропе идем на 1177 метров. На вон ту высоту, где идет дымок. Дорога до базового лагеря показала, что Suzuki Jimmy – это лучший автомобиль для бездорожья. Хотя на трассе ведет себя очень спокойно, но по бездорожью эта машина просто зверь. Любые овраги, канавы, переломы без проблем. Что мы имеем? Куртка, штаны, ботинки. Чего у нас нет? Во-первых, у нас нет подготовки, у нас нет специальной амуниции. Самое главное, у нас нет гида. Итак,
Пробуем зайти на гору самостоятельно. Что, нет задач невыполнимых. Погнали. Вступил на первый ледник. Процесс идет. Наконец-то я вышел на тропу. А то я уже начал было прокладывать свою. Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош. Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Тропинка временно закончилась. Лезем по камням. Короче, чувствую себя настоящим скалолазом. Большой отдых. Травы здесь нет. Лежим прямо на вулканической породе. Ничего, после такого восхождения и она лучше самой мягкой перины. Авачинская бухта – одна из главных достопримечательностей Петропавловска-Камчатского. Это огромная, незамерзающая зимой бухта на побережье Тихого океана может принять абсолютно любое судно из существующих на планете. В 1740 году сюда прибыл бот Святой Архангел Гавриил. Находившиеся на нем люди начали строительство поселения неподалеку от стойбища Ительмена. С этого момента и началась новая страница в истории бухты. Дорога на Халатырский пляж не идеальна, но для нашего джипа это вообще не проблема. Халатырский пляж – это 30 километров красивейшего берега Тихого океана. Пляж знаменит черным вулканическим песком. Черный песок возник примерно 4000 лет назад. К тому моменту начали таять ледники и активно извергался Авачинский вулкан. Горячая лава потоками изливалась из жерла и застывала на склонах. Затем останавливалась кусками и скатывалась вниз в горные реки. Те дробили, размывали лаву и носили в океан. Его волны еще больше измельчали ее, превращая в песок. Так и появился черный Халатырский пляж. Стою на самом краю России. Впереди меня Тихий океан. Позади дымятся вулканы. Именно в такие моменты ощущаешь всю полноту и прелесть жизни. Лагерь серфингистов на самом берегу Тихого океана. Говорят, на Халатырском пляже хорошо встречать рассвет. Вот я приехал в 5 утра. Туман, солнце пока не видно. Ну, будем ждать. И я решил пойти дальше. И мы не только встретим рассвет, но еще и искупаемся. На улице сейчас примерно 10-12 градусов. Не знаю, какая вода, ну, сейчас попробуем. Скажу вам честно, купание на рассвете в Тихом океане очень освежает и придает жизненных сил и тонуса. Вулканариум – самый необычный музей Петропавловска-Камчатского. Здесь можно познакомиться с вулканическими процессами, происходившими на Камчатке, увидеть, что творится в недрах вулканов, побывать в лавовой пещере и узнать о природе и этнографии региона. Если вы любознательный человек, советую посетить вулканариум. Узнаете много нового о строении и вулканов, и, в общем, нашей Земли. Сейчас едем на смотровую площадку. Получается, асфальтная дорога закончилась. Выезжаем на грунтовку, хотя мы находимся в центре города. Асфальт есть только на центральных улицах города. Съезжаешь во дворы, начинается полный ужас.
смотровой площадки Мишенная сопка открывается шикарный вид на Петропавловск-Камчатский и на Авачинскую бухту. Прекрасное место, и как большинство красивых мест в России, оно имеет очень плохой подъезд. Но, с другой стороны, нам ничего не страшно. Мы на джипе проедем где угодно. Самый восточный монастырь страны находится на берегу Авачинской бухты. Свято-Пантелеймонов мужской монастырь, морской собор. Летопись монастыря была начата в 2000 году, когда первым насельником была образована община для возведения монастыря. Разместилась она в небольшом частном доме в районе Сероглазка. Через 2 года после этого городские власти подарили общине территорию на сопке Связи, где раньше располагался храм Святой Софии и ее дочерей мучениц веры, надежды и любви. Троицкий собор – самый большой и пока единственный кафедральный собор на полуострове. Возводилось оно с учетом силы местных землетрясений и способно выдержать подземные толчки мощностью до 10 баллов. В одно время в стенах храма, по разным оценкам, может находиться от 2 до 3 тысяч человек. Основная святыня храма – икона святой Матроны Московской. Остается совсем немного, 2 участка. Вот, на вот эту сопку, и потом с этой сопки уже на Авачинский вулкан. Ну что, не будем терять времени, погнали! Миновал последнюю точку отдыха. Теперь финишная прямая наверх к Мордору. Проходим каменных стражей. Они охраняют вход на гору. Немного не рассчитал с запасом воды, так что сейчас пополняем нашу бутылочку на леднике. Вот, берем горный снег. Сверху он немного грязный, но если раскопать, то будет нормально. Участок самый тяжелый, зыбучая почва. Без палок здесь очень тяжко. Мы уверенно идем к машине. Осталось совсем немножко. Последние участки пути натянута веревка. Мое спасение. Вот я на вершине. Наконец-то дошел. Ну что, интересно, что находится внутри кратера вулкана. В жизни можно добиться любых поставленных задач. Главное не очковать, действовать, избегать тех людей, которые говорят, что у тебя не получится. Мое восхождение на этот вулкан — прямое тому доказательство. Подведем итоги восхождения. На само восхождение у меня ушло 7 часов от базового лагеря до кратера вулкана. Шел в спокойном, медленном темпе. Вот, делал много остановок. Отдыхал где-то по 10-15 минут. По экипировке, что должно быть? Теплая куртка, потому что вот сейчас очень холодно. Очень холодно в машине. Потом штаны непродуваемые. И хорошая, удобная обувь для трекинга. Также палки. Палки обязательно, без палок очень тяжело подниматься. По еде мне хватило 2 шоколадок и бутылки воды. Если вода заканчивается, всегда можно пополнить запасы в леднике. Не надо тащить с собой лишнюю воду. Главное правило — не залезать внутрь кратера, не пить воду из ручьев. И все делать с умом. И все будет хорошо. Едем до Величинского перевала. На дороге ведутся работы, поэтому нужно подписать расписку, чтобы нас пустили дальше. Что мы и сделаем. Все, двигаемся вглубь Камчатки.
Вилючинский перевал. Красивейшее место в горах Камчатки. Вилючинский автомобильный перевал высотой от 800 до 1000 метров проходит по территории Южно-Камчатского природного парка. С перевала открывается вид на Вилючинский вулкан, кальдеру вулкана Горелый, а в хорошую погоду на вулканы Авачинский и Корякский. Небольшая фотосессия. Двигаемся дальше. В качестве основной достопримечательности этих территорий выступает Мутновская геотермальная электростанция. Геотермальной называют энергию тепла, которая внутренние зоны Земли выделяют на поверхность. Как тепло внутри земной коры преобразовать в электрическую энергию? В основе процесса лежат достаточно простые действия. Через специальную нагнетающую скважину под землю закачивается вода. Образуется своеобразный подземный бассейн, выполняющий роль теплообменника. Вода в нем нагревается и превращается в пар, который через эксплуатационную скважину подается на лопасти турбины, соединенной с осью генератора. Наш путь лежит в долину гейзеров. В малую долину гейзеров. Дороги нет, так что дальше двигаемся пешком. Такое чувство, что я попал в раннюю весну. Еще где-то лежит снег, журчат ручьи, расцветают первые цветочки. Это несмотря на то, что сегодня 20 июля. Горное солнце, чистейший, свежий воздух, запах цветов и трав. Все-таки есть в горах своя прелесть, особенно здесь, на самом краю России, на Камчатке. Пар идет прямо из земли. Пойдем посмотрим, что там творится. Малая долина гейзеров. Место, которое стоит посетить, приехав на Камчатку. Во-первых, здесь безумно красивый вид. Во-вторых, это достаточно необычное место. В-третьих, здесь видны вулканы. Да? Вот Мутновский вулкан здесь рядом. Так что приезжайте. Добраться сюда можно либо своим ходом, даже на легковушке, либо с группой. Приезжайте, посмотрите и самое главное, наслаждайтесь видами России. Танынау – этническое поселение на территории Камчатки. Это корякская этнодеревня, расположенная на берегу Халактырского озера. На ее территории стоят 3 юрты, стилизованные под жилища коренных обитателей Камчатки. В них есть олени рога, шкуры животных, очаг под открытым небом. В Танынау можно познакомиться с убранством жилища и предметами быта коряков, узнать об их истории и укладе жизни. Я устал спускаться по камням и решил немножко заняться бобслеем. Ой, о. Бывает в горах, налетают облака, становится совершенно непонятно, куда двигаться дальше. Пойдем интуитивно. Наконец-то я нашел свою машину. Конечно, чудом, но все. Сейчас 9 вечера. Ходил я из машины в 9 утра. Получается, восхождение заняло меня в 20 часов. Конечно, долго, но зато интересно. Еду домой. Надо все-таки отметить день рождения. Вчера не успел отметить день рождения. Так, сегодня отметим именины как следует. Поскольку мы на Камчатке, возьмем морепродукты. Едем на самый край Петропавловска-Камчатска к 3 братьям. Очень странно, да, но это ужасная дорога, она проходит в черте города. Кикуры 3 брата – это скалы у входа в Авачинскую бухту. Наравне с Авачинским вулканом это еще один узнаваемый символ Петропавловска-Камчатского. Кикуры 3 брата стоят в 300 метрах от берега и в 14 километрах от центра Петропавловска-Камчатского. По этому месту сложно суровая легенда, будто 3 брата охраняли Авачинскую бухту от волн и окаменели. И до сих пор стоят здесь и встречают
мореплавателей. Я поднялся немножко дальше от смотровой площадки. Дорога, конечно, ужасная, но я не пожалел, потому что отсюда открывается шикарный вид. Такого вы нигде больше не увидите. На смотровой площадке нет ресторанов, поэтому мы решили организовать свой пикник на скамье для влюбленных семей. Ну, я думаю, все логично. Вот, пришло время собирать чемоданы и ехать в аэропорт. Спасибо этому месту, прекрасный отель, 5 звезд. Надеюсь, когда-нибудь вернусь сюда. До вылета остается несколько часов, а значит, пришло время покупать дары Камчатки, крабов и икру. Именно за этим я приехал на центральный рынок Елизово. Здесь и крабы, и икра в любом количестве и на любой вкус, по нормальным ценам и хорошего качества. Вот мы взяли крабов, икры, мешочек вышел на 12 тысяч. Ну, я думаю, нормально. По поводу аренды автомобиля. Если вы планируете активный отдых на Камчатке и вы приехали в компанию, то желательно взять машину на прокат. Это выходит дешевле, чем брать экскурсии. Для камчатских дорог подойдет такой вот Suzuki Jimny. Шикарная машина, творит чудеса на бездорожье. Даже страшно подумать, где мы на ней ездили. Аренда такой машины будет стоить около 4000 в сутки. Однако есть нюанс. За каждую поездку, будь то Вилючинский перевал, Малая долина гейзеров или Авачинский вулкан, нужно оплачивать дополнительно. У меня ушло еще плюс 15 тысяч на такие поездки. Так что считайте, думайте. Но это все равно выходит дешевле, чем экскурсии. Помоем нашего железного коня. Он сослужил нам отличную службу. Спасибо ему. У самого синего моря есть сказочная страна. Там ветры шумят на просторе. Зовется Камчаткой. Она... Камчатка – это уникальное, красивейшее место. Настоящий бриллиант в алмазном фонде России. И она нуждается в заботе и развитии. Друзья, любовь к родине – это в первую очередь забота. Так давайте же проявим нашу любовь не только на словах, но и на деле. И мы увидим, как наша страна расцветет. И каждый из нас сможет с гордостью сказать: я русский. Подумайте об этом. До новых встреч. Я видел Русь у берегов Камчатки. Мне не забыть, наверное, никогда. Холодным взмывом скал земля кончалась, а дальше шла соленая вода. Я видел Русь в ее степном обличии. Сурки свистели, зной валил валов. На ковылях с эпическим величием распластывались тени от орлов. Я видел Русь лесную, боровую, где рыси, глухари, боровичи, где с ружьецом идут напропалую охотники, темней, чем кедрачи. Я видел Русь в иконах у Рублева. Глаза, как окна, свет их нестерпим. Я узнавал черты лица родного, как матери родной был предан им. Ни на каких дорогах и дорожках я, сын Руси, забыть ее не мог. Она в меня легла, как гриб в лукошко, как дерево в пазы и мягкий мох.